Рискнем предположить, что на всем белом свете не найдется ни одного человека, который никогда не ленился. Ведь даже истинный трудоголик хотя бы раз в жизни давал себе слабину и целый день занимался ничегонеделанием. Но единичный случай – мелочи, по сравнению с хронической ленью, с которой просто необходимо бороться. Рассказываем, как точка самовнушения этот метод действительно работает. Все, что вам нужно, это заставить себя взяться за самую сложную и неприятную работу, которую вы постоянно откладывали на потом. Как заставить? Да просто сказать себе, что поработаете минут 5-10 и бросите его, если не появится желание. Как правило, когда дело двигается с мертвой точки, у человека появляется мотивация его поскорее закончить и больше никогда не вспоминать. Планирование. Этот метод будет полезен абсолютно любому человеку. Чем тщательнее вы распишете свой день, тем больше дел успеете переделать. План работы нужно составлять накануне, например, вечером, перед рабочим днем. При планировании не забывайте, что необходимо чередовать умственный и физический труд, плюс не забудьте включить 5-минутные перерывы для отдыха. Читайте также «Тадатысь», как составить список задач, который поможет вам не распыляться по мелочам. Вознаграждение. Чтобы самовнушение работало, нужно пообещать себе вознаграждение за выполненную работу. Например, вы можете побаловать себя обновкой, любимой сладостью, развлечением. Но помните, размер вознаграждения должен соответствовать объему работы. Чем больше сделал, тем больше получил. К способам можно приходить всегда, когда ваше существование превращается в ленивый день-тюлень. Постепенно, у вас выработается условный рефлекс работы, приз и, возможно, вознаграждение больше не понадобится, и вы все начнете делать на автомате. Организуйте свое пространство, разберитесь на рабочем столе, уберите ненужные предметы, уберите документы в папки, книги и журналы расставьте по местам. Важно, чтобы вокруг был порядок, иначе он будет отвлекать вас от работы. В итоге, вы ничего не сделаете и будете только находить себе оправдания. Дробление. Метод дробления крупных задач на более мелкие помогает настраиваться. Например, вам нужно заняться генеральной уборкой, но лень не дает вам приступить к делу. Разделите ее на мелкие задачи и распределите на неделю. Например, сегодня вы убираете кухню, завтра – гостиную, на третий день – спальню и т. Д. Так, вы будете меньше уставать, да и уборка получится качественней. То же самое можно сделать с крупными рабочими проектами, презентациями, речами и т. П. Дрессировка. К некоторым делам себя нужно просто приучить, чтобы они вошли в привычку, и вы делали их с легкостью. Например,
К таким делам относятся утренняя зарядка, ранний подъем, домашнее дело, чтение книг, составление важных документов. Вначале будет очень сложно, но регулярно повторяющиеся через силу действия вскоре не заставит напоминать о себе. Отдых на первый взгляд – это очень странный совет, но на деле он работает. Это, в первую очередь, относится к лени на работе. Очень часто, от переутомления люди начинают капризничать, лениться и откладывать все на потом. Но отдохнув пару недель в другой стране, или в пансионате, не вспоминая о работе и домашних делах, вы наберетесь сил и зарядитесь энергией еще на год. Если не получается взять отпуск или уехать подальше, можно разгрузить и встряхнуть себя другими способами, заняться экстремальными видами спорта или записаться на какие-нибудь интересные курсы. Смена вида деятельности зачастую лень связана с обыденностью и монотонностью на работе. Когда изо дня в день вы выполняете одно и то же, общаетесь с одними и теми же людьми, и перспектив по развитию нет, это выливается в лень или депрессию. Чтобы справиться и с тем, и с другим состоянием, нужно кардинально сменить вид деятельности на более интересный и живой. Конечно, это может не получиться, но попробовать кардинально изменить свою жизнь и найти себе работу, которая не будет казаться каторгой, все так и стоит. Учимся увольняться правильно. Фото: Get Images.